Адъютанты – одни из самых засекреченных людей в окружении Владимира Путина. Как и телохранители, они постоянно рядом с президентом, но занимаются не столько вопросами безопасности, сколько государственными делами. Про них обычно ничего не известно до тех пор, пока кто-то из них не становится главой ведомства или губернатором. Но и в этом случае их биографии окутаны тайной. Среди адъютантов в досье нашел человека, который особенно близок к Путину. Он рядом с президентом больше 20 лет и знает все его секреты. Водой премьер нашел 2 старинные амфоры и позже сказал журналистам, что все увиденное его впечатлило. Президент принял участие в эксперименте по спасению редкого вида журавля – стерхов. Сегодня Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Черного моря. В 2008 году истекал второй президентский срок Владимира Путина, и по Конституции он не мог оставаться на своем посту. Выходом стала рокировка. Преемником был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, а сам российский лидер возглавил правительство. То если люди наши, граждане России, окажут доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву и изберут его новым президентом Российской Федерации, то и я буду готов продолжить нашу общую работу, в этом случае в качестве председателя правительства Российской Федерации. Следующие 4 года он показывал избирателям, что он настоящий мачо. Путин измерял белого медведя, выпускал из клетки леопарда, катался с байкерами, тушил пожары, стрелял в китов из арбалета, искал снежного барса и, наконец, сел за руль болида Формулы-1. В действительности болидов было несколько. Ни один из них не использовался в то время в Формуле-1, и, вероятно, большинство машин предназначались совсем для других серий гонок. Неизвестно, хватило ли Путину непродолжительного инструктажа, чтобы освоить сложное в управлении машины, но возможно, что и за рулем он был не сам. Вместе с ним в боксе в гоночной форме был адъютант Борис Чалов, опытный водитель. Адъютанты играют ключевую роль в управлении государством. Они входят в службу безопасности президента и круглосуточно находятся рядом с российским лидером, причем не покидали его даже во время пандемии коронавируса, когда он изолировался в своих резиденциях. Из скудных комментариев Кремля следует, что они помогают Путину с бумагами, связывают его с чиновниками и занимаются многими другими, в том числе и бытовыми вопросами. Но Чалов не простой адъютант. Он старше своих коллег, родился в 1959 году, но по карьерной лестнице так и не продвинулся. Как и Путин, уроженец Ленинграда. Первое место работы – автотранспортное предприятие. Затем 2 года в армии, а по возвращении снова за руль. Но уже на автобазе обкома КПСС и в гараже областного совета профсоюзов. В годы перестройки жил в Абхазии. В 1994-м вернулся в Петербург и спустя год устроился в Балтик Эскорт. Это легендарное агентство, одно из первых в Санкт-Петербурге, основано выходцем из МВД Романом Цеповым, охраняло семью мэра Анатолия Собчака и его заместителя Владимира Путина. Тогда охранных структур было немного. Это сейчас каждый лавочник норовит обзавестись телохранителем. А вице-мэру Путину по статусу государственная охрана не полагалась. Хотя он курировал вопрос приватизации Балтийского морского пароходства, где только что было совершено убийство руководителя. Поэтому в Смольном появились довольно веские основания полагать, что готовится покушение и на Путина. Мэрия заключила с Балтик Эскортом официальный договор. Я выделил охранников, которые были способны обеспечить личную безопасность этого человека. И горжусь, что сумел организовать систему охраны. К 2004 году Цепов крышевал множество бизнесов в городе, был высокопоставленным решальщиком, влиял на кадровые перестановки в силовых структурах и, возможно, даже пытался выступить в качестве переговорщика в деле ЮКОСа от лица Игоря Сечина. Такая активность не осталась незамеченной, и в сентябре Цепов погиб. По одной версии его отравили препаратом, применяемым при лейкемии, но онкологии у Цепова не было. По другой, это могло быть лучевое отравление, то есть Цепов подвергся воздействию радиации. Охранный бизнес пережил своего создателя благодаря старым связям. В Балтик Эскорте с 1996 года работал Виктор Золотов. Тогда его уволили из государственной охраны, и он пришел к Цепову. Агентство он покинул в 1999-м и сразу стал главой службы безопасности Путина. Благодаря Золотову Балтик Эскорт продолжает существовать до сих пор, а с агентством связана близкая подруга Золотова и мать его сына Дина Целевич. Чалов, очевидно, рядовым сотрудником агентства не был, поскольку лично знал и самого Цепова, и подругу Золотова Целевич. Информацию об этом досье нашел в утечках данных о билетах. Чалов много путешествовал поездом и самолетом, постоянно мотался между Петербургом и Москвой, и сведения о его попутчиках могут многое рассказать и о нем самом, и о его обязанностях. Из этих же утечек мы узнаем, что Чалову доверили главную тайну президента – его любимых женщин.
причем сразу двоих. Днем в среду, 19 февраля 2014 года, на станции Угловка в вагон первого класса скоростного Сапсана вошла Алина Кабаева. Для олимпийской чемпионки были выкуплены все 4 места в купе, которое отделено от остальных пассажиров, но путешествовала она не одна. В соседнем вагоне бизнес-класса расположился Борис Чалов. Их билеты были приобретены накануне вечером с разницей в 9 минут. Угловка и расположенная неподалеку Акуловка пользуются невероятной популярностью у окружения Владимира Путина. Из Санкт-Петербурга и Москвы до этих станций ездили сама Кабаева и ее мама, сестра и бабушка, дочь Путина Мария Воронцова и многие сотрудники службы безопасности президента. Таким образом, все они добирались до резиденции на Валдае, где семья российского лидера проводит большую часть года. С 2011-го Чалов ездил по этому маршруту как минимум 66 раз, но работать на Путина он стал гораздо раньше. Вероятно, их знакомство состоялось в конце 90-х, когда Чалов, продолжая трудиться в Балтик-эскорте, устроился еще в несколько мест: на автобазу управделами президента и в Банк России. Путин в то время уже несколько месяцев был заместителем управляющего делами, а банк был основан его близкими друзьями, в том числе Юрием Ковальчуком. По крайней мере, с мая 2000-го Чалов служил в ФСО. Что удивительно, из охранного агентства он уволился только в июле 2009-го, хотя закон прямо запрещает такое совмещение. Но это не единственное свидетельство его особого положения. В течение многих лет он сопровождал самых важных людей из окружения Владимира Путина. И речь не только про его супругу и мать его сыновей Алину Кабаеву. Адъютант знал и мать еще одного ребенка Путина. Он дважды добирался из Москвы в Санкт-Петербург вместе со Светланой Кривоногих, которая принадлежит доля в Банке России и которая родила дочь от главы государства. А в начале нулевых Чалов путешествовал вместе с Петром Колбиным, другом детства Путина и одним из самых важных людей в бизнес-схемах главы государства. Они вместе росли в Ленинградской области. Когда Путин ушел в КГБ, Колбин стал мясником, а с приходом Путина во власть неожиданно открыл в себе талант предпринимателя. Ему принадлежала доля в одном из крупнейших мировых нефтетрейдеров Ганвар, основателем которого был друг Путина Геннадий Тимченко. Колбин также был владельцем группы International Petroleum Products, торговавшей российскими нефтепродуктами и контролировавшей значительную долю экспорта Сургутнефтегаза. А вместе с Тимченко он освоил проект по добыче сжиженного природного газа Ямал-СПГ, перепродажа которого принесла больше $1 миллиарда, а деньги пошли в том числе на постройку яхты Путина «Грейсфул». Сопровождал Чалов и других бизнес-партнеров Путина, в том числе основателя Банка России и формального собственника большинства резиденций главы государства Юрия Ковальчука и Илью Трабера по кличке Антиквар, которого испанские правоохранительные органы объявили в розыск по делу русской мафии. С Трабером Путин был знаком еще в те времена, когда только вернулся из дрезденской резидентуры КГБ в Советский Союз. Но, разумеется, Чалов повсюду следовал за Путиным. Несмотря на неюный возраст, он, как и многие в руководстве ФСО, лично занимался охраной первого лица. В марте 2009-го они вместе ездили в Центр занятости в Подольске. В 2017 году Чалов был вместе с главой государства во время посещения здания Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. На фото с джазового фестиваля в Крыму в августе того же года видно, как Чалов что-то говорит за спиной Путина другому офицеру службы безопасности президента Антону Афиногенову. А на финальном матче чемпионата мира по футболу, проходившего в России, адъютант расположился позади Путина на трибуне. Впрочем, любимый вид спорта и Путина, и Чалова далеко не футбол. Они разделяют страсть к хоккею. В 2011-м Чалов пришел в благотворительный фонд в петербургском Колпино, который финансировал несколько детских хоккейных команд, и попросил руководство научить его обращаться с клюшкой. Затем он стал председателем попечительского совета, привел крупного спонсора – «Газпромбанк», а тот выделил фонду почти 340 миллионов рублей. Взамен фонд стал оплачивать личные счета Чалова. В 2017-м фонд начал строить долгожданную ледовую арену за $500 миллиарда рублей. Чалов даже поучаствовал в торжественной церемонии и заложил первый камень. Вскоре он обвинил руководство фонда в растрате. Директор попал за решетку, а строительство арены досталось структурам, связанным с друзьями Путина – Геннадием Тимченко и братьями Ротенбергами. Рабочие обязанности адъютантов – государственный секрет. Мы очень примерно представляем, чем они занимаются, так что и про ежедневные обязанности Чалова известно немного. Завесу тайны немного приподнял бывший охранник Путина Алексей Дюмин.
Он хоть адъютантом и не был, но близко работал с президентом и стал одним из первых выходцев из ФСО, кто продолжил карьеру на других руководящих постах. Дюмин и поручения федеральным министрам передавал, и ключевые новости президенту докладывал, и в региональной повестке научился разбираться. Есть у должности адъютанта и российская специфика. Власть в стране устроена отчасти по принципу Версальского двора. Кто физически ближе к его величеству, кто буквально имеет честь коснуться монарха, тот и влиятельнее. И в случае с Путиным возможность прямого контакта крайне важна, особенно в условиях, когда аудиенции приходится ждать, проводя недели в карантине. Но даже среди других адъютантов Чалов выделяется. Досье изучил остальных сотрудников службы безопасности ФСО. Кто-то охраняет сыновей президента, кто-то его дочерей. Но никто из них не знаком с таким числом родственников и друзей российского лидера, как Чалов. Он сопровождал и Алину Кабаеву, и давнюю любовь Светлану Кривоногих, и самого важного номинала президента Колбина, и банкира Ковальчука. И с самим Путиным Чалов знаком больше 20 лет. Уникальное сочетание. Вероятно, в последние годы Борис Чалов покинул ФСО. Но даже пенсия получилась особенной. С 2021 года он числится в Банке России и получает по 9 миллионов рублей в год. В том самом банке, в котором держат деньги все друзья Путина. Так что, вероятно, и связь с президентом бывший адъютант не утратил.